Такая вот пила погружная китайского производства. Стоит ли с ней связываться и чем она отличается от других подобных пил в дешманском сегменте, то бишь эконом-класса. Какие в ней прелести есть и какие недостатки могут быть. Сейчас увидите подробности. Приветствую, друзья, товарищи, коллеги. Приветствую тех, кто в теме и кто не в теме, кто хочет узнать про вот такой инструмент поближе, узнать, чем он отличается от своих собратьев в своем ценовом сегменте экономического класса. Расскажу, что это за производитель и основной функционал сейчас опишу, но без применения у меня нет сейчас возможности показывать ее в работе. Мне знакома эта пила очень хорошо. У нас есть еще один такой экземпляр в работе уже, да. И мы вот таскаем. Это второй экземпляр понадобился, потому что будем разделяться на разные объекты, и мне нужен будет такой инструмент. Сейчас я покажу, почему она погружная. Для тех, кто не знает, вот я чуть сдвинул. Вот здесь блокиратор есть на ручке. И вот эта пила погружается в материал. И диск заезжает в материал, крутящийся диск. Вот так вот это происходит. Вот видите. Их в простонародье называют лягушки. Почему лягушка? Потому что она вот так вот типа присаживается, приседает на своей вот этой вот платформе. То есть вот этой рукояткой она опускается. Здесь это регулируется, сейчас я объясню. И хочу в первую очередь сакцентировать внимание на главной прелести вот этого недорогого, относительно недорогого инструмента, опять же из дешевого сегмента. В этом инструменте самое главное есть, это плавный пуск. Плавный пуск для такой пилы, для таких пил, это очень важная вещь. Все его собратья, процентов, наверное, 80 всех дешевых собратьев такого формата погружные пилы без плавного пуска. Чем важен плавный пуск в таких пилах? Когда вы запускаете пилу, у нее не происходит рывка, как на пилах без плавного пуска. И вот эта вот подошва, на которой она стоит, сейчас позже вы увидите про нее, не происходит смещение направляющей шины. Это очень важно. Конечно, ее струбцинами можно цеплять, но здесь вы в дальнейшем увидите, как ее легко и просто здесь предусмотрено использование без струбцин. Эта пила в своей работе применяется по шине. Вот тут она ездит по шине. Шина идет в комплекте. Я сейчас покажу шину и покажу коробку, в какой комплектации приходит вот этот инструмент. Достаточно в богатой, относительно в богатой комплектации. Про плавный пуск сказал, это главное, да? Второе. Хочу показать здесь, что второе. Здесь есть регулировка оборотов. Она может быть кому-то не нужна, но я сталкивался лично с тем, что очень это важная вещь. Здесь 6 положений. На низких оборотах что-то бывает, иногда надо грызануть. Ну и, конечно же, на максимальных преимущественно всегда работаешь. Но вот это дело никогда не помешает. Значит, вот эта компания называется Crown. Китайская компания. Переводится как Корона. Crown Professional у них идет линейка. Честный Китай, самобытный, никого не копирующий. Заводской Китай, абсолютно не ОМ. Это компания сама себе завод. То есть у них своя линейка, свои конструкторские бюро. Естественно, они подглядывают за конкурентами, что-то берут у конкурентов. Где-то удорожание, где-то удешевление у них происходит. Но собрана пила из изумительно качественных материалов. От нее не веет дешманом, прочностью от нее веет. Прочностью и надежностью. Здесь, ну вот прям по-настоящему сделаны все узлы регулировочные. Все четко прописано, все клавиши вменяемые и внятные. Вот покажу сейчас вот курок. Сейчас вот где он тут у меня. Вот. Он нажимается, этот курок, только когда вы вот эту клавишу разблокируете. Клавиша прям вообще чудесная. Она позволяет погружаться в пиле и одновременно нажимается, разблокируется курок. Ну, для безопасности это все сделано. Далее регулировочные вот эти вот эксцентрики, так скажем, очень внятные и безлюфтовые. Вот они плотненько. Я сейчас покажу и шину попозже. Такого формата видео снимать как бы одному не очень просто. Я вот один, у меня операторов нету, я не супер-пупер там видеомейкер. Показываю как есть. Вот про этот патрубок хочу сказать сразу. Это
Патрубок шикарный, он тут очень плотно держится, его можно направить в какую хотите сторону, чтобы шланг он держал. Но к этому патрубку обязательно надо купить переходник. Многоступенчатый такой, знаете, продается. Я еще его пока не приобрел, недоприобрел, да. Вот сюда втыкается, и уже в переходник втыкается любой шланг там по диаметру разному. Маленький, крупнее, ну такая елочка. И любой шланг можно будет подключить, любой патрубок от пылесоса. Это вот как достоинство вот у этого патрубка, да, воздухоотводного, пылеотводного, так и недостаток. Он сделан в одном формате, и в комплекте здесь никакой нет насадки переходника. Так что сюда не влезет никакая трубка. Сразу говорю, никакая. Ни пылесос там Denzel, ни Bosch, ничего. То есть она настолько тонкая, что здесь обязательно просится вот этот переходник. На Озоне такие переходники продают по 130, по 150 рублей. Они мягенькие такие. Вы его как бы втыкаете, как пробку сюда, горлышко такое, и шланг. Следующее достоинство, какое у этой пилы, сейчас я покажу. Сразу предустановлен здесь диск просто изумительного качества, одноименного названия. Вот он. Диск Краун, 50-зубовый, мелкий зуб, 50-зубовый, по древесине. С логотипом Crown Professional. Что хочу сказать про этот диск сразу. Диск долгоживущий, если применять по назначению. Ну, ДСП, древесина. На другом нашем экземпляре, где мы практически каждую неделю по несколько раз пилим столешницы толстенные по 4 сантиметра. Ну, 3,8, вот это 3,9, там 4,2. Диск уже более чем 9 месяцев. Более чем 9 месяцев. До сих пор еще не затупился, не дымит и не убился. Вот что прикольно. Такой диск в продаже, конечно, не найти потом. Он идет только вот с пилой. Это вот как и достоинство, что он есть сразу здесь, так и недостаток. Его я в продаже не видел. 165-й диск. Погружение у нее глубокое. Вот такое вот. На 57 миллиметров. Далее, вот видите, за диском блестит нож, расклиниватель. Он, когда надо, он уходит тоже. Это очень полезная фишка. В погружной пиле есть пилы без вот этого расклинивающего ножа, так же, как в тех пилах, у кого нету плавного пуска. Он абсолютно адекватно в этой пиле действует. Я даже не знаю, как это вам описать, насколько это адекватно. Некоторые говорят, что он не нужен. Я хочу сказать, что он нужен. Он не перекашивается. Он, конечно, вот так вот люфтит. Это его прямое такое назначение. Он стоит ровно в параллельности с диском. То есть он чуть-чуть подрасклинивает вот сам пропил. То есть диск не зажмет. Но самое прикольное про незажатие диска здесь, в этой пиле, опять же, по внутрянке, есть, оказывается, константная электроника по поддержанию оборотов. То есть, если она в процессе пиления, при том, что вот этот расклинивающий клин помогает ей продвигаться вперед, то есть, ну, чуть-чуть расширять, ну, как бы чуточку, он совсем это, вы не видите это в процессе распиливания, да, чего-либо. Кроме этого клина, есть константная электроника, которая не позволяет задушиться этой пиле в своих оборотах. То есть она уверенно грызет, пилит и как по маслу ползет по шине всей своей сущностью. Я нахваливаю. Почему? Потому что это реально самый такой честный Китай, бомбический. Описываю сразу достоинства и недостатки. Больше, видите, получается достоинств уже, да, у нее. Вот эта ручка, она прорезиненная. Естественно, когда вот эта пила в работе, она вся, ну, пыльная. Но пыльность абсолютно здесь не критичная. В том плане, что, ну, обычно, как и все инструменты от стружки и опила, она пыльная становится, так скажем. И вот здесь вот эти все воздуховоды достаточно мощные такие, да, ну, не широкие, по адекватной толщине. Ничего не видно, что там искрит, что там не искрит. Далее, вот тут пружина, видите, она на такой прям направляшке прикольной. Вон она, такая скошенная, специально, я не знаю, стальная она или пластиковая. Вот этим вот вопросом я вообще не задаюсь. Работает просто, ну, чудесно. Вот так вот сейчас я покажу, как это все вот складывается, да, вон там диск вышел. На нужную глубину она погружается. Я сейчас покажу, на какую. Вот этот вот бегунок
выставляет нужную глубину или нужную высоту. Но больше это на глубину похоже. Вот эта вот штучка, видите, вот она, вот этот упорчик, он в итоге вот сюда упирается. Вот, допустим, выставляется вот так вот на четверку, берется, прикручивается. Вот это вот я не знаю, я этим не пользуюсь. Тут точная какая-то настройка есть, да, можно подщелкнуть. Это как опция такая дополнительная, что нет, кстати, в тех дешевых пилах, ее собратьях, вот такой вот предустановки. И когда пила погружается, вот я вам сейчас показывал погружение на полную, а сейчас вот при выставленной, вот видите, оно уже меньше. Если надо вообще там вам сантиметр, да, чтобы она пропилила в какой-то поверхности, вот вы ставите 10 миллиметров, вот ее положение. Соответственно, вот ее вылет зубьев, совсем небольшой. Ну или, конечно же, если сделать вообще 5-миллиметровый, что я вот лично я не сталкивался, вот 3 давайте сделаем. Вот ее упорчик. Вот столько вот она пильнет вам. Вот. Зубчик, вот он, видите, царапнет. На таком расстоянии не достанет. Вот на таком не достанет ни до какого материала, потому что еще учитывается толщина шины. Сейчас покажу шину. Шина идет в комплекте 1,40 м. Достаточно ровная, аккуратная. Поставщик поставляет в хорошо запечатанном виде, в обрешетке. Ну, по крайней мере, мне. Поэтому она не гнутая, ничего. И здесь в ней есть как достоинства, так и недостатки. Достоинство — это прикольная вот эта антискольная резинка, которую я еще не срезал, кстати. Когда первый раз вы применяете вот эту пилу и вот кладете ее на шину, и вот она вот так вот ездит. Это вот без опущенного диска сейчас. Но если диск опустить, он на свою толщину снимет вот тут вот краешек по всей длине, по всему периметру, снимет краешек этой резинки под себя. И все. И эта резинка, она считается антискол. Это первый момент. Второй момент: в этой шине вот такие подкладки есть резиновые, адекватные. Они позволяют мягко укладывать шину на мебельные поверхности, на поверхности, которые не нужно повредить. Но это один момент. А второй момент: вот эта шина за счет вот этих вот прорезинок, она антискользящая становится. Вот видите, она очень плотно лежит. То есть у вас, если разметка какая-то произошла, ну, вы составили разметку, прицелили свою пилу, там по разметке шину выставили, все, пила поедет по шине, по разметке, вот тут вот по краешку своим диском. Шина позволяет не скользить, ну, то есть себе. То есть она может применяться без струбцин. В комплекте они не идут, как в других вот комплектах. Шина здоровенная, конечно же. В комплектации к шине, я сейчас из коробки сейчас покажу еще моменты, какие лежат там. Есть запасные вот эти вот резинки противоскольные, вот эти. Если это износится или там повредятся, то их можно будет заменить запасными. Здесь какой еще недостаток? Здесь нету скользящей ленты, которая клеится на фирменных шинах. Какая-то она полиуретановая или какая-то там материал такой специальный. Он прям скользкий-скользкий, ну, на пластик похожий, резинопластик такой. И вот нужно докупать комплектность и вот в эти канавки самому проклеить. Но есть в продаже только 2 вида, по-моему, вот этих вот лент, которые надо будет подрезать. Широкие вот сюда встанут, а вот такая тонкая, она нигде не продается. Ну, я, по крайней мере, не встречал. И поэтому, если купить такие зеленые, там, синего цвета, вот вы видели, да, у кого-то белые бывают, вот сюда надо будет подрезать, ну, подрезать, а это очень нужно сделать аккуратно и вклеить. Они самоклеющиеся, как бы, на двойном скотче, но по краешкам, когда приклеиваете, тут надо будет, конечно, качественно проклеить, потому что они вот с этого места начинают отклеиваться. Сейчас покажу, в какой коробке она идет. Вот она приходит в такой длинной коробке, в длиннющей, которую имеет смысл сохранять, конечно же. Это длиннющая такая коробка, отдельно от основной. Сейчас основную покажу. Имеет смысл обмотать это дело скотчем сразу, коробку, чтобы, если у вас нет сумки для транспортировки шины, первое время таскать в коробке ее. Скотч позволяет сохранить картон, типа такого чехла. Менеджеры, которые продают, а я онлайн покупал в интернет-магазине. Магазин не буду называть, это не реклама. Я купил ее за 19 тысяч рублей. Она вот сейчас, а зимой она стоила, которую мы покупали, вот, ну, перед Новым годом,
ноябрь, декабрь, ну, 25 год, она стоила 16 тысяч рублей. И плюс подарок сумка вот от этой же фирмы. Сейчас без сумки, без подарка за 19. Все дорожает, к сожалению. Поставщик сразу предупреждает, что товар приходит в Г-образной коробке. Ничего подобного. Отдельная коробка для шины у этой, вот именно у Crown модели у этой. А именно 1400 миллиметров шина тогда. Вот показываю следующую коробку. Это непосредственно коробка, в которой приходит сама пила. Достаточно качественная полиграфия, но речь-то не о полиграфии у нас идет. Вот они, те самые резинки, которые я говорил. Вот они скотчем, они были приклеены, кстати, к самой шине. Это я сюда положил. Вот этот соединительный модуль тоже в самой шине он был. Там он в такую рельсу вставляется с обратной стороны. А вот эта шина достаточно качественно сделана. Не на шестигранниках, на SL отвертку плоская, которая позволяет соединять, наращивать шину разными другими кусочками шин, если есть. Или если есть такая необходимость. А также в коробке вот шестигранный ключ для замены диска. И параллельный упор, вот такой металлический. Мы им не пользуемся. Вот этот винтик откручивается, составляется вот такой упор. И как бы она с упором ездит. Мне в погружной пиле параллельный упор вообще не нужен. Он тут есть. И вот для него вот такие зажимные вот эти вот скобы есть. С хорошими барашками, кстати. Прям вообще бомбейские барашки. Пластмасса качественная. Да и сама сталь тоже вся какая-то, не пластилин видно. Это вот такая коробка. Ну, инструкция, не буду показывать ее, конечно же, сейчас, эту инструкцию. Там все подробно расписано. И рекламные буклеты. И сама фирма вообще, ну, как бы достойная, замечательная. Тут все страны, куда она поставляется, это известно уже на весь мир. Марка китайского производителя. Так, следующее. Про шнур хочу сказать, что пока не забыл. Шнур вот здесь вот обалденная. Вот эта вот манжета резиновая прям, классная. Она мягкая, она не дубовая, она не мешает, она достаточно гибкая. И сам провод не толстый, как на некоторых циркулярках, который строительного типа, да. Полу такой резиновый, как бы, ну, больше к резине он относится, чем к пластику. Пластик, он, вы знаете, так блестит такой. Те, кто преследует цель, типа на морозе, там она должна, ну, будет дубеть, не дубеть, я не знаю. Мы на морозе не применяем такие пилы. Я не знаю, где их на морозе-то надо применять. В сарае, что ли, ну, будет дубеть. В сарае там дубеет, все подряд дубеет. Если у вас какой-нибудь деревенский сарай, и вы там что-то мастерите, то проще лучше отопление там организовать, когда вы там на месте работаете, и работать в теплоте. Вот, собственно говоря, вот такая пила. Опять же таки, плавный пуск, константная электроника, что в дешевом сегменте, в других вообще нету. Есть какие-то марки, там в описании сейчас пошли, какие-то Атлет, там написано плавный пуск, но нет константной электроники. Зубр, вот красный или серый зубр вы рассматриваете, там нет плавного пуска, там нет константной электроники, и, по-моему, там нету вот этого расклинивающего ножа, который вот я показывал. По поводу эргономичности, кстати, про ее форму ручки, вот она, ручка вот с таким наклоном, то есть не вертикальная, как есть пилы, вот такого плана. Вот эта ручка, она вот так вот вертикальная. Вот в данной пиле она с небольшим, ну, дугообразная такая. Вот, посмотрите на руку, удобно получается как-то. Само запястье, да, изгиб. Если вот она была бы вот такая прямая, то у вас вот так вот надо было бы начинать работать. Ну, вот здесь вот так хватаешь, а тут вот так вот надо, вот так вот будет хватать. Что-то приближенное к макитовскому формату. Вот это вот дело. Про Festool не помню. А вот есть, по-моему, Milwaukee, там как раз вот такой вот формат. Но пила, конечно, Milwaukee, там вообще нареканий никаких нет. Ничего не буду критиковать, но и никогда не пользовался. Вот это вот не рассказал, да, это блокировка диска. Сейчас я покажу для замены. Вот, кстати, я забыл ее нажать. Для быстрой замены диска. Вот, открывается шпиндель с винтиком, который можно шестигранником, только шестигранником открутить. И здесь не сыромятина, это я точно знаю. И вот такой вот здесь диск. Вот он блокируется при прокручивании, чтобы можно было оттянуть вот эту гайку. И вот он, этот расклинивающий нож. Вот он. Он регулируемый, кстати. Его можно отсюда снять. Вот видите, в случае чего. Вот он, шестигранник, который позволяет его открутить. Его можно отрегулировать. Вон он, механизм. Ну, я лезть не буду. Я
не хочу этим заниматься, меня все устраивает. Она не страшная. Сейчас я включу, как она работает, чтобы вы услышали звук. Собственно говоря, слушайте плавный пуск. Сейчас вот он. Тормоза у нее нету. Ни у одной погружной китайской пилы я еще ни разу не встречал резкой остановки диска. Это вот как раз основной критерий того, что отличает китайские пилы от фирменных пил некоторых производителей, таких как Makita, DeWalt, Bosch, Festool там и тому подобное, там Хайкоки, Ryobi, да, или там Metabo или еще что-то. У них есть резкая остановка тормоза у некоторых моделей. То есть, когда вы отпускаете клавишу подачи электричества, остановка двигателя, то происходит мгновенная, не резкая, а мгновенная остановка диска. А здесь есть инерционность, как и во многих других китайских пилах. Вот смотрите, сейчас покажу, здесь мне неудобно, небольшое погружение, не для распиливания, а просто как оно выглядит. Видите, как долго останавливался диск? Это вот основной недостаток всех китайских пил. Следующее. Наклон, если вам нужен, 45 градусов. Естественно, его можно здесь устроить вот этими барашками. 45, там еще какой-то наклон. Вот так вот она открывается. И можете что-то косое резать в итоге, когда зафиксируете на шине. Вот это едет по шине, а она наклонена, погруженная в наклонном состоянии. Вон они, зубцы, вон там разглядите. Они врежутся под наклоном, под косым резом. Естественно, все это надо продувать, этот инструмент, продувать продувочными инструментами. На канале я показывал, там какие фишки позволяют это делать. Если интересно, загляните, посмотрите. Здесь набивается со временем очень много грязи на всех производителях. На Макитах, на Хитачах, там, на Тойотах, там, условно говоря, да, вот, на Бошах, не Бошах, там, все это нужно обслуживать. Опилки, она не любит вот этот механизм, он в итоге потом погружение забивается. Здесь как бы вроде ничего такого особенного нету, но вот у нас в работе была пила Makita, очень такой приятный экземпляр. Она со временем вот здесь себя набрала столько много всего этого опила и закоксовалась, там все в каком-то смоле, там жир какой-то, там что-то пытались там вот здесь вот в штанге в этой мазать, и в итоге она стала заедать. А здесь очень важно в таких пилах плавное погружение пилы и приятное, чтобы оно было. То есть она должна мягко работать во всех своих направлениях. Вот так вот, вот так вот. И все это дело выставляется на ровной поверхности, чтобы была четкая горизонталь всегда. Вот эти эксцентрики позволяют пиле быть установленной на другие шины. И плюс на основной шине, если она выработка произошла небольшая на рельсе, сейчас покажу, она работает по шине только вот в одну сторону. Давайте разверну сейчас вот по правильному направлению. Она ездит вот этим выступом по вот этой, вот этим углублением по этому выступу. Ну, что я хотел показать, сейчас обратно разверну ее. Вот эта выработка, она потом как бы дает люфт небольшой. И даже сейчас он есть, этот люфт. И вот этим вот регулировочными эксцентриками можно устранить этот люфт и направление. Видите, уже все, она намертво стоит, но и хуже ездит. То есть надо вот так громче, тише, громче сделать, чтобы ее отпустило чуть-чуть, но и чтобы не было люфта. Где-то вот так вот, все. Вот она будет сейчас ездить уже абсолютно нормально. Вот, затянул, вот не шатается, но не едет. Надо тогда подотпустить, вот, чтобы она поехала по рельсе. Если она подстукивает, вас смущает, значит, вот, подтянуть и ехать. Вот, сейчас нету, видите?
На видео быстро пытаюсь показать. Но опять же, если вы заинтересованы, то, конечно же, вам и подробности сейчас понадобятся, о которых я вам сейчас и рассказываю. В общем-то, вот все, это пила такого плана. Это топчик среди дешмана, я считаю. И вот эта пила, она, если кто в теме заработка денег, она вас накормит как кормилица. И отобьет себя с одного заказа, то есть нормально она себя проявляет, и вы будете ею зарабатывать денежки, если у вас есть трафик на заказы, а он очень важен. Она позволяет широкоформатные какие-то ровно разрезать поверхности всякого древесного характера. И не только. Тут, кстати, я знаю, что ставят диски по композитным материалам разным. И даже вроде как металл, по алюминию тонкому вроде как можно тоже работать. Но я лично с этим не сталкивался, конечно же. К вот этой штуке надо относиться бережно, к этой лыже, к шине. Имеет смысл докупать все плюшки на нее, вот эти вот скользяшки, сумку. И вот тут вот еще бывают такие штуки, сейчас покажу, они тоже очень важны. Вот сюда одеваются защитные, такие пластиковые, накладки. Продаются там 3D-график, 3D-печать изготавливают такие, и стандартные тоже они от производителей вроде есть. Зачем они нужны? Они такие, которые не напечатаны, заводские, они такие резиновенькие. Они позволяют при одетом чехле, таком шиной, вокруг себя не повредить в помещении, допустим, отделку, потому что вот углы очень такие коварные. Вы если где-то размахнетесь вот этой направляшкой в помещении в узком, вот этими штуками можно поцарапать обои, там, близстоящую мебель, там, в общем, повредить что-то вокруг, пробить подвесной потолок натяжной, что бывало у некоторых горе-мастеров, потому что она длинная. И самое прикольное, что хотел еще вот про эту шину сказать, она чем отличается от макитовской, вот как раз и в контексте безопасности. У макитовской шины, вот насколько я помню, у нее вот эта резинка, она не выпирающая, по-моему, она вот здесь наклеена как-то, или как-то с краю, точно не помню. У нее основные вот эти скользяшки здесь такие синие, на ее фирменные, шире они стоят, такие широкие они, вот тут вот две подошвы, едет вот по своим этим дорожкам. И у нее, по-моему, нет вот этой штуки, или с одной стороны нету штуки. И вот бывает, ставят стоя вот так шину макитовскую, и где-то в работе бывали случаи, мастера заденут эту шину без вот этих защит, и она падает, и ребром может разбить там фасад. Макитовская очень тяжелая, кстати, шина, тяжелее, чем вот эта. Это легенькая. Макитовскую я нисколько не критикую, она бомбезная. Это тоже в своем роде бомбезная. Но вот эти вот боковинки резиновые могут при падении шины спасти что-либо вокруг. Конечно, лучше не ронять ничего. Да, вот эта резина, резина такая приятная, кстати, резина, не как из фикс-прайса. И вот тут шкала, кстати, вот забыл тоже сказать, вот шкала бомбезная, она текстурная, кстати. Вот эта планка пластиковая, вот это вот железная стрелочка. И краска здесь нарисована. Причем внятные цифры, прикольные, для точных резов. У меня бошевская есть пила 190, там вот такой шкалы нету. Я вообще считаю, 190 пила, она, конечно, хороша, но в этой деятельности она, не подходит. Хотя хотел ее сделать, модернизировать, и ничего, руки не дошли, проще купить. Вот все, что мог, вам рассказал. Пишите свои комментарии, оставляйте свои мнения, подписывайтесь на этот мой несчастный канал. Всем спасибо, всем пока.